Знаете, что это такое? Это семена лавра благородного. Они уже наклюнулись и начали прорастать. Я провожу тут такой своеобразный эксперимент. Пытаюсь вырастить лавр из семян. Ну давайте все по порядку и начнем с самого начала. Ну, разумеется, что процесс выращивания мы начинаем с поиска хороших, главное, свежих семян. Дело в том, что семена лавра благородного довольно быстро теряют схожесть. Ну, примерно через 3-4 месяца. Поэтому ищем свежие семена. Ну, вы знаете, что лавр – это растение, которое растет в южных регионах. И вот мне в начале ноября довелось побывать в одной из средиземноморских стран. Там лавра растет довольно много. Такие невысокие многоствольные деревца. Вот там я и собрал пригоршню вот этих свежих ягод. Это такие довольно крупные горошины, вот так они выглядят, покрытые черной такой сочной кожицей. Вот именно состояние этой кожицы говорит о их свежести. Если эта кожица сочная, мягкая, значит они свежие. Если она засохшая, значит они уже пересушены, это плохо. Когда я вернулся домой, я первым делом очистил кожицу, она довольно легко снимается, и ягоды бросил просто в воду. Ну, у меня не было времени ними заниматься, и 2 суток они у меня просто лежали в воде. Это не обязательно делать, ну, просто я не хотел, чтобы семена пересыхали. И вот 13 ноября, давайте зафиксируем дату, я начал, собственно говоря, процесс проращивания. Я выращивал не совсем правильно, в питомниках это делают совершенно по-другому, об этом чуть позже. Я делал так, как нравится мне. Я люблю наблюдать за процессом. Поэтому 13 ноября я взял пластиковый контейнер, его дно застелил бумажной салфеткой, которую как следует увлажнил. На нее выложил семена лавра благородного. Постарался выкладывать так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Сверху накрыл еще одной салфеткой, которую тоже как следует увлажнил. Закрыл герметичной крышкой и поставил в теплое место над батареей. Ну, температура была приблизительно плюс 22, плюс 24 градуса. Естественно, каждый день открывал, проветривал, осматривал, чтобы не завелась там плесень, чтобы салфетки не пересохли. В общем, чтобы процесс проходил нормально. И вот уже 6 декабря, еще одна дата, у меня первое семя наклюнулось. Я не стал ждать, пока наклюнутся все остальные семена, и начал эти семена пересаживать в контейнер с почвосмесью. И вот тут 2 важных момента. Первый момент. Когда образуются вот эти малюсенькие корешки, не давайте им перерастать. Почему? Да потому что вы потом будете вот эти наклюнувшиеся семена высаживать в почвосмесь. Длинный корешок очень легко повредить, сломать. Естественно, такой саженец в конце концов погибнет. Поэтому, как только наклюнулись, сразу высаживайте в почвосмесь. Я не стал ждать, пока у меня наклюнутся все, я высадил их сразу же все вместе. Второй важный момент. Обратите внимание, как я высадил. Я все вот эти семена высадил в один общий контейнер. Не каждый по отдельности в свой контейнер высаживал, а высадил их все вместе. Почему так? Объясню чуть позже. Естественно, что вот этот контейнер, куда я посеял семена, я как следует полил и накрыл таким прозрачным колпаком. Поставил в теплое место над батареей, примерно температура 22-24 градуса тепла. И вот 22 декабря, еще одна дата, у меня появились первые всходы. Естественно, крышку с контейнера я сразу убрал. Ну, 22 декабря – это самый короткий день в году, тем более это подоконник. Света очень мало, а эти всходы уже должны получать свет. Поэтому крышку я убрал, пододвинул их ближе к окну и подальше от батареи, чтобы они не вытягивались. Ну и вот прошел еще месяц. Сегодня 22 января. Вот так они выглядят сейчас. Вы видите, что всходят они совершенно неравномерно. Одни уже с листьями стоят, а другие только-только вылазят из земли. Но, тем не менее, семена проросли, пускай не все, хотя, может быть, еще что-то и взойдет. Для меня был важен вот этот вот результат, провести эксперимент и понаблюдать, как это происходит. Но в питомниках все делают, конечно, немножко не так. Дело в том, что в питомниках семена сеют сразу после сбора, свежие семена. То есть их сеет в почвосмесь осенью. Конечно, никто шкурку, вот эту кожицу с них не снимает. Прямо так семена и сеют. Затем контейнеры с семенами отправляют в холодные теплицы, не промерзающие. И вот в этих теплицах они проводят фактически всю зиму. А уже весной, когда температура становится плюс 10 градусов и выше, они начинают активно всходить. То есть фактически семена проходят цикл холодной стратификации. Причем сеят по нескольку штук в контейнер. Ну, я, когда получил саженец из питомника, я насчитал там 12 посеянных семян, 12 побегов шло. Почему так делают? Ну, согласитесь, что питомнику нужно продать.
И поэтому саженец должен выглядеть хорошо. Гораздо лучше этот саженец лавра благородного выглядит, если торчит щеточка целая вот этих вот побегов с листьями, чем если бы рос один побег с листьями, который вырос из одного семени. Поэтому сразу сеют несколько семян в один контейнер. Причем не несколько, а много семян. Ну, я говорю, я насчитал у себя 12 штук. Получается очень красивый саженец, который с удовольствием покупают. И вот в этом подвохе на самом деле для нас, садоводов, довольно существенный плюс. Мы можем, как это сделал я, когда получил осенью такой саженец, просто безжалостно разорвать его на части. Я свой саженец разделил осенью на две части. Каждую часть посадил в отдельный контейнер. Эти части у меня перезимовали, а весной я их снова разделил, каждую половинку, еще на две части. И вот в результате я имею 4 вот таких вполне хороших саженца. Они у меня провели весь этот сезон на улице. Сейчас они у меня зимуют. Ну, в принципе, зимовка уже, наверное, закончилась. Морозы уже прошли. Надеюсь, больше сильных морозов не будет. И вот у меня 4 вот таких саженца. Вот так это делают в питомниках. Так это делать правильно. В принципе, семенам лавра благородного стратификация не нужна. Вот эта длительная обработка холодом. Но, тем не менее, если их посеять осенью, то всхожесть у них будет лучше, и она будет более равномерная. Не такая, как у меня, что одни уже с листьями, а другие только вылазят из земли. Она будет более равномерная. Ну, а я хочу сейчас со своими саженцами лавра сделать еще одну важную операцию. Я хочу его обрезать. Я буду обрезать не совсем низко. В принципе, его можно обрезать вообще практически на уровне земли, и он в следующем сезоне даст новые побеги. Я оставлю 2-3 почки внизу и вот так обрежу. К чему это приведет? Здесь начнут просыпаться спящие почки, и вот эти вот сеянцы, которые сейчас растут в одну веточку, начнут ветвиться, и эти кустики станут еще более пышными. Ну вот, обрезал. Собственно говоря, именно так и поступают с лавром благородным на плантациях. Зимой, примерно в декабре, ветки обрезают, их сушат, и вот когда они высыхают, с них обрывают листья, фасуют и отправляют на продажу. Собственно говоря, то же самое, что я сейчас сделаю со своими вот этими обрезанными ветками. Напомню, что у меня на канале есть видео о том, как выращивать лавр благородный в контейнере. Я оставлю ссылочку в описании, и в конце этого видео перейдите, посмотрите, если интересно. Ну а свои эксперименты с лавром я продолжу. Я хочу этой весной один из этих саженцев высадить просто в открытый грунт. Я подозреваю, что этот климат ему, в общем-то, подходит. Морозов здесь сильных не бывает, грунт не промерзает. И зимовать он здесь сможет, в принципе, без всякого укрытия. В общем, свои эксперименты с лавром я продолжу. Ну, у меня, пожалуй, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.